Друзья, сегодня мы в Аликанте. Это не только один из самых красивых и доброжелательных городов юга Испании, также это один из самых веселых городов, потому что здесь каждый год проходит фестиваль костров Святого Иоанна. И я вам покажу этот праздник, потому что мне удалось попасть на заключение этого праздника. А именно в конце этого праздника по всему городу, в центре города, в разных районах сжигаются фигуры, сделанные руками простых людей. Это незабываемое зрелище, которое вам стоит увидеть. Мне сильно повезло, и в Аликанте я приехал в последний день праздника – костров Сан-Хуана. Таким образом, в Аликанте празднуют приход лета. В окружении музыки, красок, огня и зрелищ тысячи людей выходят на улицы, чтобы принять участие в этом празднике, посвященном почитанию огня. 23 июня, чтобы отметить наступление лета, жители Аликанте обычно отправлялись на ужин за город. А когда наступала ночь, разжигали костры, танцевали вокруг них, прыгали через них, запускали ракеты и купались в море. Этот обычай сохранился во времени и в 1928 году был официально утвержден как праздник костров в Иванов день. В течение нескольких дней Аликанте празднует эту великую дань огню, главными героями которой являются подлинные произведения эфемерного искусства, гигантские фигуры из дерева и картона, которые в итоге под радужные возгласы зрителей сжигают на костре. Ничего вам это не напоминает в нашей славянской культуре? В мае среди претенденток от каждого квартала города выбирается королева праздника, именуемая Огненной красавицей. Праздник официально начинается с установки монументальных фигур сатирического характера, наполняющих улицы Аликанте весельем. В этот день также устанавливаются шатры с популярными развлечениями и дегустацией традиционных блюд – бревос и кокос. Это пирожки с тунцом, луком и кедровыми орешками. Среди наиболее характерных мероприятий этого праздника – торжественный выход групп с оркестрами, королевами и их свитой, одетыми в традиционные костюмы. Цветочное приношение покровительницы города Пресвятой Деве Дель Ремедио тоже имеет место. И международное фольклорное шествие – это яркое зрелище с участием танцевальных коллективов со всего мира. На протяжении всего периода праздника город буквально гудит из каждого угла. Еще каждый день в 2 часа дня на площади Лус-Серрас организуются фейерверки. Не позавидуешь жителям, которые живут рядом. И, наконец, в полночь с 24 на 25 июня наступает кульминация праздника – сожжение фигур. В основном люди за несколько часов занимают лучшие места, чтобы увидеть сожжение фигур с лучшей позиции. После прекрасных фейерверков по всему городу зажигаются костры, в которых сгорают картонные фигуры под сопровождение танцев и песен. Но испанцам этого недостаточно, и они начинают кричать «Агуа! Агуа!», что означает «вода! Вода!», и пожарные начинают поливать публику водой.
Это настоящая буря эмоций и позитива, потому что я не видел ни одного человека, который бы был бы недоволен. Кто-то становился прямо под струю воды, а кто-то убегал от воды со смехом и радостью, останавливаясь подальше от края толпы, подальше от воды. Тебя просто несет этой волной эмоций от одной площади к другой, где по расписанию сжигаются разные фигуры. У меня было ощущение настоящего праздника, ощущение причастности к этому феноменальному событию. Однако праздник на этом не заканчивается. И я был так удивлен, когда на следующий день, 25 июня, на пляже Постигет я увидел огромное количество людей. Я не знал, что происходит. Спросив, мне сказали: да, вот с сегодняшнего дня по 29 июня у нас еще проходит конкурс фейерверков. И это после вот этого праздника костров. И город, не успев отдохнуть, он погружается в новую атмосферу нового праздника. Поднимаясь к знаменитому замку Санта-Барбара, вы будете проходить через этот замечательный район, который находится немножко уже на холме и называется Баррио де Санта-Крус, или район Святого Креста. Вот эти потрясающие маленькие домики с маленькими балкончиками, которые стоят очень плотно друг к другу, и при всем при этом улицы очень узкие, украшенные цветами и зеленью. Это очень красиво. Да-да, вы не ослышались. Замок называется замок Санта-Барбара. Но он не имеет ничего общего с тем известным сериалом, который мы смотрели все дружно много лет назад. Санта-Барбара это имеет значение на испанском языке «Святая Варвара». То есть эта крепость, этот замок посвящен Святой Варваре. Этот замечательный район был застроен в XIII веке маврами. Но позже христиане пришли и отвоевали этот город и устроили в этом райончике на холме еврейское гетто. Тем самым они придали еще больше колорита этому месту. А лесенки ведут все выше и выше, и улочки становятся все уже и уже. И вот, похоже, улочка здесь и заканчивается. Но посмотрим, что там у нас за углом. Нет, она идет еще выше. А вот посмотрите, как красиво украшен вот этот дом. Голубые горшки, цветы, фонари, гитара лежит. И маленькие попугайчики. Привет! Кстати, подняться на вершину, к замку Санта-Барбара, вы также можете на лифте, который встроен в скале. Но в этом случае вы не увидите вот этих красивых райончиков, этих супер милых улочек, которые встречаются вам на пути. Вот она крепость, уже близко, осталось совсем немного, а виды становятся все более красивыми.
Когда стоишь под самым основанием вот этой стены крепостной, понимаешь, какая же она большая. Смотрите, а с другой стороны холма виды не менее очаровательные. Там вон вдали еще один холм, через который проходит туннель. Кстати, за вход в замок вам не нужно платить. Но если вы захотите воспользоваться лифтом, там вам нужно будет заплатить небольшую сумму. Я думаю, около 2 евро. Но это стоит того в любом случае побывать здесь наверху. Этот замок исторически был построен при арабах, маврами. И в дальнейшем он уже достраивался при христианах, когда они отвоевали этот город у арабов. И тем самым здесь можно увидеть преобладание многих стилей, так сказать, в одном объекте, да? Собственно, как и у многих других культурных объектах на юге Испании и не только. И тем самым вот это смешение, оно говорит о том, что мы одна человеческая семья, и мы здесь все вместе, и дружно жить было бы очень хорошо. Невероятно большой замок, вот прям по ощущениям, когда только входишь на его территорию. Недаром он считался одним из самых больших замков Средневековья. Очень здорово, что здесь в Аликанте можно посетить очень много мест, не покупая билет, то есть они бесплатные. Например, вот этот замок Санта-Барбара, он открыт круглый год для посещения, здесь не нужно покупать билет. Также, я знаю, есть музей фигурок, которые не были сожжены на вот этом крупном фестивале костров Аликанте. Они были спасены, и они стоят сейчас в этом музее. И также музей современного искусства, в котором висят картины таких известных художников, как Сальвадор Дали и других. Тоже можно посетить бесплатно. Все ссылки на вот эти места вы найдете под видео. А чем же еще славится Аликанте? Конечно же, своими бесконечно длинными пляжами. Посмотрите, сколько людей купаются. Это один из городских пляжей, который находится прямо у подножия Санта-Барбары. И, конечно же, рядом расположен морской порт с яхтами и далее уже с доками для больших кораблей. А где-то там далеко, на той стороне моря, приблизительно в 100 километрах отсюда, расположен африканский континент. Вот ступеньки, ведущие вверх, вырублены прямо в скале. Посмотрите, сколько работы здесь заложено. Мы находимся на самой вершине замка Санта-Барбара. Отсюда вам открываются самые невероятные виды на город. Вы просто посмотрите, какая здесь красота. Просто хочется постоять и помолчать.
На холме встретил пару диких кошачьих семей. Несколько кусочков плавленного сыра и вода подняли им настроение. Они начали играть. Следующим местом посещения был музей современного искусства. Не то, что я очень люблю современное искусство, но мне хотелось увидеть там висящую картину Сальвадора Дали. Как здорово, что вход в музей бесплатный. И особенно это важно, потому что это музей современного искусства. Таким образом, правительство Аликанте приучает местных жителей и также туристов к современному искусству, которое не так просто дается многим людям. Очень приятно разнообразить прогулки по городу посещением вот такого музея. К тому же здесь очень прохладно, и вы сможете отдохнуть от жары. Вот еще вчера вечером здесь было очень много народу, и посередине вот этой площади горела огромная фигура на фестивале костров Аликанте. И вот все здесь было заполнено людьми. Посмотрите, как все быстро убрали, почистили, и следов нет того, что здесь был большой огонь. Городской пляж находится буквально в 5 минутах ходьбы от центра города. И посмотрите, сколько здесь народу. И я сейчас пойду попробую найти свободное местечко, чтобы освежиться. Да, на набережной народу очень много, буквально некуда положить полотенце. Поделюсь с вами по секрету. Если вы пройдете вот по этой улице, вот в эту сторону, почти до конца, и вот здесь вот в углу, там есть достаточно хороший выход в море. То есть там очень мало людей, там есть лавочки, либо можно сидеть просто на камнях, и там никого нету, это очень комфортно. Друзья, мы с вами находимся, пожалуй, на самом лучшем пляже Аликанте, который называется пляж Сан-Хуан, пляж Святого Хуана. Здесь огромная песчаная полоса пляжа, очень широкая. Здесь все есть необходимое для отличного отдыха, для пассивного и для активного. Вот там можно играть в пляжный волейбол. Только что вы видели детские площадки, вся необходимая инфраструктура, чтобы переодеться. Есть душевые, есть вот все шезлонги, которые можно взять в аренду. И вы посмотрите, что самое главное, какое здесь море и какие здесь виды на горы.
Если вы не на машине, то добраться до этого пляжа достаточно легко. Вы можете воспользоваться городским трамваем от центрального порта, и через 15-20 минут вы будете уже на пляже Сан-Хуан и сможете наслаждаться вот этим чудом. Друзья, и снова мы обращаемся к теме праздника костров Аликанте. На эту тему здесь есть один очень интересный музей тех фигурок, которые не были сожжены. Как известно, каждый год обычные люди, они делают фигурки из папье-маше, из бумаги, из картона, и они выставляются на выставку. И потом все фигуры сжигаются. Но по голосованию обычных людей некоторые фигурки сохраняются, и их помещают вот в этот музей, который можно посетить совершенно бесплатно. Друзья, но мне пора заканчивать. Аликанте был гостеприимным и показал себя с разных сторон. Мне даже удалось встретиться с друзьями из Самары, из моего родного города, с Анной и Еленой. Привет вам, если смотрите. Я надеюсь, что все вы вместе со мной за эти 30 минут смогли окунуться в эту фееричную атмосферу. Если вам понравилось, буду благодарен вашей поддержке в виде комментария и подписки на канал. Ваша активность – это самая сильная мотивация для меня создавать новые красивые истории. С вами был Алексей Travel. Пока-пока.